Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Ванька хитрый. Кем был самый неисправимый вор-рецидивист в истории СССР?». Советский Союз не был идеальным государством. И здесь случались истории, от которых стыла кровь. Здесь тоже буйствовали бандиты, промышляли мошенники и воры, которые наживались на бедных людях. Среди таких вот преступников особо выделялся один по прозвищу Ванька Хитрый, самый заядлый рецидивист в истории советской криминалистики. Этот уникальный человек имел невероятные способности и изощренный ум. Он мог претворять в жизнь поистине грандиозные аферы, обманывая всех вокруг. Однако он никогда никого не убивал, только грабил. Уголовный стаж Ивана Арсентьевича Петрова, так на самом деле величали Ваньку Хитрого, был огромным. По приговорам, вынесенным ему, Ванька должен был просидеть 93 года, но он отсидел лишь малую часть, так как все время сбегал. Потому-то его и прозвали Хитрый, а еще за верность профессии вора, в которой Петров был виртуозом, среди блатных он слыл непререкаемым авторитетом. Иван Петров появился на свет в небольшой деревушке Пасынково Калининской области. Год был знаковый, 1900-й, и по воле судьбы Ивану суждено было прожить целый век. Он умер в 2000 году. Семья у Ваньки была неблагополучной, судя по всему, так как дети часто оставались без присмотра и зарились на чужое добро. В 16 лет Иван попался на каком-то мелком деле, давал показания в полицейском участке, сохранился протокол допроса, где Ванька рассказывал, что впервые нарушил закон аж в 10 лет, стырив у кого-то сапоги. Так и началась криминальная жизнь хитрого мальца. Он, конечно же, попадался и не раз, однако впервые реальный срок Иван схлопотал лишь в 1925 году. Сегодня сложно сказать, суровым ли было это наказание, но в тюрьме он пробыл недолго. Как и почему отпустили Ивана Петрова, неизвестно. Через 2 года вор снова загремел в тюрьму. В архивах сохранились допросы и протоколы суда над Ванькой от 1927 года. После было еще 11 судов. И все обвинения по отношению к Ваньке Хитрому выдвигались под разными именами и фамилиями. Этот хитрец использовал около 14 разных псевдонимов: Гуськов, Бутюгин, Авин, Абдершин, Дьячков, Денисов, Живов, Серебряков, Киреев, Живой, Тарасов и другие. В 1931 году мошенник снова угодил в руки правосудия и попал на Соловки, но из лагеря убежал. Это, между прочим, мало кому удавалось. 3 года Иван где-то промышлял, пока снова не попался на грабеже то ли колхоза, то ли госпредприятия. Одно дело грабить простой народ, а вот за расхищение государственного имущества воришку ждал расстрел. Но Хитрому тогда крупно повезло. Расстрел ему заменили сроком на 10 лет в дальневосточных лагерях. Но из Амурлага Ванька Хитрый, конечно же, сбежал. Ему удалось раздобыть чьи-то документы или подделать их, и перед самым началом Великой Отечественной Иван Петров устроился работать инструктором Одесского райкома партии. Все бы ничего, тогда мало разбирались в подлинности документов, но Иван, поддавшись давнему искушению, совершил кражу в поезде. Его осудили и вновь посадили. Что на самом деле делал Ванька Хитрый на протяжении 4 лет войны, точно неизвестно, поскольку сведения о том, что он служил в штрафной роте и участвовал в сражениях, документального подтверждения не имеют. Это только слова самого Ваньки, те, что он говорил на следствиях. Аферист утверждал, что во время сражений получил ранение, после чего его и освободили, так как считалось, что он искупил свои злодеяния собственной кровью. Но кто теперь точно знает, что именно произошло? Ведь тогда многое было утеряно, и многие люди пользовались войной, чтобы скрыть свои проделки. Хитрый вор никогда не имел подельников, работал всегда один, не состоял ни в бандах, ни в группировках. В 1960-м этот воровской гений додумался, что можно свои кражи совмещать с карточными аферами. И промышлял этим долго, даже последователей этой идеи имел. Именно с его подачи появились курортные мошенники с игральными картами. Чаще всего Ванька работал в городе Сочи. Иногда аферист появлялся в Батуми и Ялте. Любимое время для его гастролей – пора летних отпусков. Мошенник выигрывал грандиозные деньги, жил как король, питаясь в лучших ресторанах и останавливаясь в самых дорогих гостиницах. Кроме того, Ванька спокойно ездил по стране, ничуть не боясь быть пойманным. Однажды, когда Хитрый был в Сочи, он вдруг придумал новую аферу – утащить у кого-нибудь звезду Героя соцтруда, дабы пользоваться льготами. Выследил жертву, а затем проник в гостиничный номер отдыхавшего в Сочи депутата Владимира Коляпко и, бросившись ему на шею, заявил, что они, мол, давние знакомые. Якобы их встреча состоялась во время сессии Верховного Совета СССР, а потом они пили шампанское в буфете и мило беседовали. Неужели Коляпко забыл? Как он мог забыть эту приятную встречу?
Тот, разумеется, вспомнить не смог бы при всем желании, но обескураженный признал, что вроде и было такое. Ванька крайне вежливо пообщался с Коляпко, пригласил в гости на следующий день и спокойно ушел восвояси. А вместе с ним исчез дорогой костюм депутата с пришпиленной к нему золотой звездой Героя соцтруда. Хитрому нравился этот успешный план, потому подобные кражи происходили еще много раз. Интересно, что всем потерпевшим, которые заявили о пропаже, было отказано в возбуждении уголовных дел. Оказалось, что совершенное преступление нельзя относить к деяниям высокой общественной опасности. Однажды Петрову надоели курорты, и он подался в столицу. Впервые Ванька появился в Москве осенью 1971 года и, как герой Советского Союза, стоя в огромной очереди за бананами, спер у какого-то молодого человека его бумажник. Видимо, в столице у Хмурого дела пошли не очень, да и холодновато там было для 70-летнего старика, потому вор часто возвращался на курорты. А в сентябре того же года в одно из сочинских отделений милиции пришел фронтовик, летчик, герой Советского Союза Григорий Козлов с заявлением, что в санатории его номер обокрали, стащив пиджак, паспорт, документы, в том числе удостоверение героя и золотую звезду. Что удивительно, вор другие вещи трогать не стал. Летчик рассказал следователям, что настоящая медаль у него хранится дома, а с собой он возит бронзовый муляж как раз для таких вот случаев. Естественно, преступник понял, что украл муляж, но уже позже. Следователи на этот раз стали искать воришку. В начале 1970-х в санаториях Сочи работали 250 домов отдыха и санаториев, и ежегодно там отдыхало около 3 миллионов граждан. Потому это была сложная задача – найти вора. К тому же персонал гостиницы, где останавливался Козлов, ничего подозрительного не замечал. Через месяц в другом санатории снова совершили подобную кражу. Пострадал герой Советского Союза Петр Рогозин, у которого сперли настоящую золотую звезду, заменив ее на бронзовый муляж. По словам старшего следователя УВД Сочинского горисполкома Анатолия Малаева, Рогозин понял, что в его руках подделка, заметив, что на оборотной стороне звезды нет порядкового номера. Следователям было ясно, что один и тот же преступник – опытный аферист, который собирается совершить сложную криминальную комбинацию. В тот же санаторий, где был ограблен Козлов, через пару дней пришел сотрудник КГБ со звездой героя на пиджаке. Он во всех подробностях расспрашивал Петра Рогозина о том, как похитили награды. Рогозин заметил, что комитетчик во время разговора вел себя как-то странно, заметно нервничал. Вдруг пострадавший понял, что незнакомец, который присел на полированный столик в номере, на самом деле стирает с него отпечатки пальцев. Рогозин попытался было задержать странного сотрудника, но тот быстро скрылся. Все эти данные Петр Рогозин тут же передал настоящим милиционерам, а еще вспомнил, что прежде видел этого КГБшника в Мацесте, куда ездил перед самой кражей. Получается, что злоумышленник следил за ним уже давненько. Сочинское УВД разослало по СССР ориентировку с подробным описанием предполагаемого преступника. Разыскивался мужчина 60 лет с седыми волосами, среднего роста и телосложения, в пиджаке с орденскими колодками и золотой звездой Героя Советского Союза. Речь быстрая, может представляться сотрудником КГБ. Искали довольно долго, а хитрец все не останавливался, воруя деньги и обманывая людей. Однажды на его удочку попался известный московский стоматолог Кушнер. Хитрый заприметил стоматолога в импортном магазине «Березка», где тот никак не мог подобрать себе подходящий костюм. Пока дантист вертелся у зеркала, вор подошел к нему. Хитрый выглядел важно, был прилично одет, а самое главное, на груди у него сверкал орден Героя. На этот раз он представился сотрудником Министерства легкой промышленности и, указав на первый попавшийся пиджак, заявил, что такие, мол, очень популярны сейчас в Италии. Врач схватил новый пиджак и отправился с ним в примерочную, а свой снял и оставил прямо в зале. Пока он примерял да мерил, Хитрый натянул на себя пиджачок Кушнера вместе со всеми деньгами и сертификатами и был таков. Правда, в этот раз далеко не убежал. Вора поймали, повели в милицию. Там-то и обнаружили, что золотая звезда Ивана Петрова принадлежит одному человеку, тому самому Коляпко, а удостоверение к этой медали вор спер у кого-то другого. Преступник же, не стесняясь, орал, что ошибочка вышла, а полагающиеся документы он тотчас привезет. В милиции решили все же проверить наличие документов и поехали вместе с мошенником по указанному им адресу. Но хитрец по дороге сделал вид, что потерял сознание. Пришлось машине возвращаться в дежурную часть и вызывать карету скорой помощи. После сделанного больному укола мошенник сел в коридоре УВД, думали, никуда он оттуда не денется. Однако оставленный без присмотра жулика сбежал, просто смешавшись с административными нарушителями, посаженными на 15 суток, которые как раз отправлялись на исправительные работы.
Правда, в милиции остались документы Ваньки Хитрого. Быстро установили, что все они подделка, и как раз всплыла история с золотыми звездами, похищенными в Сочи. Фотоснимок воришки был разослан по всем отделениям милиции в Советском Союзе. Но опознал Ваньку только один из ветеранов МУРа, случайно зашедший в главк. Он сказал, что это Иван Петров, давно уже промышлявший кражами на курортах. За Хитрым стали вести охоту. Малаев вспоминал, что он сутки просидел в засаде в Москве, пока удалось выйти на квартиру, где иногда появлялся Ванька Хитрый. Но тот словно чувствовал слежку, потому затаился. Розыск шел полгода, и вот в апреле 1972 года в милицию Москвы поступил сигнал из Сандуновских бань. По сообщению информатора, человек, похожий на Хитрого, сейчас моется в бане. Ивана Петрова взяли на выходе. В его карманах отыскалось и удостоверение на имя отставного майора СМЕРШа Ивана Авина. Следствие по делу Ваньки вели в Сочи, где собрали целый том доказательств причастности Хитрого к разным делам и передали все данные в столицу. В тот злополучный год Хитрый являлся в люди в качестве офицера КГБ, депутата, шпиона и вообще личины менял как перчатки. Хитрого прямиком доставили на Петровку. Жулик не сопротивлялся и не удивлялся, что его арестовали. Как профессиональный вор он знал, когда-нибудь это закончится, как, впрочем, случалось не раз, потому и не боялся. А вот оперативники удивились. Перед ними стоял не статный седовласый красавец, как его описывали, а усталый, осунувшийся старик. Все обвинения он безропотно признал и ни в чем не раскаялся. В то время этому профессионалу в мире криминала шел 73-й год. Конечно, ни пенсий, ни льгот заслуженному уголовнику Советского Союза не полагалось, а работать на старости лет становилось все сложнее. К тому же деньги у Хитрого не задерживались. Привыкший жить на широкую ногу, добытое он быстро проматывал. Да и сезонные заработки в южных краях постепенно отходили в прошлое. В общем, с годами Иван Арсентьевич терял сноровку и устал уже прятаться. Ему пришлось задуматься уже над тем, как устроить себе достойную жизнь на старости лет. Но тут всплыли новые дела. Оказалось, что, будучи под фамилией Денисов, мошенник добился, чтобы ему выделили двушку в самом дорогом районе Москвы. Все это дело он провернул с поддельными документами. Больше того, с помощью шантажа вовлек сына Евгения Петрова, в то время работавшего комментатором редакции пропаганды Всесоюзного радио. Ванька шантажировал сына тем, что сломает ему карьеру, если расскажет про себя всему народу. Евгений поддался, помог отцу с подделкой бумаг и даже сам написал письмо Брежневу, чтобы Денисов получил элитную квартиру в центре столицы. Других своих детей у Ваньки Хитрого было всего 3. Мошенник не трогал, да и смысла не было, ведь никто, кроме Евгения, не достиг хороших результатов в жизни. В итоге Ивана Арсентьевича Петрова приговорили на этот раз к 10 годам лишения свободы. Думали, не доживет. Но он дожил и вышел в 1982 году. Говорят, что Хитрый предпринимал еще несколько попыток что-нибудь урвать, но в тюрьму больше не попадал. Но есть и те, кто утверждает, что после отсидки Ванька Хитрый окончательно завязал с воровством. Шутка ли, ему уже было за 80. Тем не менее, легендарный преступник прожил еще 18 спокойных лет. Умер Иван Петров в 2000 году, достигнув 100-летнего возраста. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.